Отставшие остаются в памяти, ушедшие же вперед становятся маяками. Валерий Афонченко. Маяк. По своей сути это сооружение, наверху которого исходит свет, служащий ориентиром и помощником в навигации для судов. Но сколько раз это незатейливое сооружение спасало людям жизни, сколько тепла в душе возникает у моряка при виде далекого огонька на горизонте. Маяки стали нечто большим для людей, чем просто сооружение. Они дают людям надежду и безопасность. Всем привет! Вы на канале Ленивый Турист. Хотели бы вы стать смотрителем маяка? Какими качествами, по-вашему, должен обладать человек этой профессии? Это социопаты, которые закрываются от всего мира и живут в одиночестве, при этом получая деньги? Ставь лайк, если бы хотел так же. Или же это крепкие духом и телом люди, способные в одиночку преодолевать трудности жизни в таких условиях? А может и все это вместе взятое? Сегодня я расскажу вам о 5 самых интересных и удивительных маяков планеты. Всего на Земле насчитано более 18,5 тысяч маяков. И сами понимаете, выбрать 5 из такого количества для вас это была еще та задачка. Так что тебе нужно всего лишь поставить лайк этому видео и не забыть подписаться на канал. Ведь ваши лайки помогают алгоритмам YouTube рекомендовать это видео чаще. А для тех, кто хотел бы поддержать канал финансово, ведь с отсутствием монетизации остается надеяться только на вашу помощь. Ссылка на донат будет в описании под видео. Уникальность этого места в том, что это самый старый действующий маяк в мире, построенный еще во времена Римской империи. Вы только вдумайтесь, ему уже больше 2000 лет, а он до сих пор помогает морякам не заблудиться в водах залива Бетансос Атлантического океана. Высота маяка составляет 57 метров и возвышается он на холме высотой 60 метров. За свою уникальность этот маяк в 2009 году был взят под охрану ЮНЕСКО. Название башни связано с легендой о том, как у самого моря Геркулес обезглавил титана Гериона, затем зарыл его головы на холме. В средние века башня служила как военное укрепление. Во времена правления Карла III были начаты работы по реконструкции маяка. Под руководством архитектора Эустакино Джанини в 1791 году башню достроили. Деревянная внутренняя лестница была заменена каменной, а римские стены облицованы в неоклассическом стиле. В 1806 году лампу маяка заменили на вращающуюся, и вместо угля стали использовать масло. С 1927 года используется электрический свет. Маяк предупреждает моряков об опасности на расстоянии 32 миль. Световые сигналы посылаются каждые 20 секунд. На удивление, информации об этом месте практически вообще нет, но оно попало в мой топ из-за нетипичности постройки. Не, ну правда, какой это маяк? Это больше похоже на башню Рапунцель из сказок, да еще и построенный под скалой. Обычно маяки ставят наоборот как можно выше, чтобы исходящий луч света был виден как можно дальше. Но к маяку пляжа Виктории, по всей видимости, это не относится. Он был построен в 1926 году под скалой, и, собственно, все. Больше информации в интернете об этой скале я не смог найти. А жаль. Возможно, вы видели вот этот вот знаменитый снимок. Если нет, ну, увидите впервые, не беда. Огромные волны бьются об маяк, который, кажется, не устоит под натиском стихии, а возле его дверей, казалось бы, беззаботно стоит человек, как будто бы не замечая того ужаса, что вокруг творится. Фотография эта сделана 21 декабря 1989 года на маяке под названием Кобыла во Франции. В акватории провинции Британь был возведен 48-метровый маяк в виде башни. Строение построили не случайно. Сильные штормы на северо-западе Франции были частым явлением. Известно, что с 1886 по 1904 годы в этой местности затонуло больше 30 кораблей и погибло сотни невинных людей. Однажды в такую бурю попало судно месье Патрона. Ему посчастливилось выжить в тот страшный день. Оправившись от ужаса, мужчина пожертвовал 40 тысяч франков на возведение смотровой башни Кобыла. Стройка длилась на протяжении 7 лет. Погодные условия были очень суровыми. Функционировать маяк начал спустя только еще 5 лет после завершения строительства. В те годы у людей не было возможности автоматизировать рабочий процесс на башне, поэтому приходилось нанимать смотрителей. Сотрудники прибывали в здание на вертолетах. В роковой день 21 декабря на башне дежурил смотритель Теодор Малкорн. Шторм выдался настолько мощным, что эксперты установили максимальный уровень опасности по шкале Бофорта – 10 баллов. Из-за сильнейших порывов ветра волны подпрыгивали до самой верхушки 48-метрового маяка. Здание могло смыть с лица земли в любой момент. Вода выбивала двери, разбивала стекла, вымывала мебель из помещений. В момент буйства природы фотограф Жан Гишар наблюдал за происходящим из окна вертолета. Мужчина знал, что в этой местности сильные штормы не редкость, но не ожидал, что стихия разыграется так сурово.
Изначально Гишар планировал полет, чтобы запечатлеть величественные кадры. Уже в процессе путешествия он осознал, что каждое мгновение рисковал жизнью. Приблизившись к смотровой башне, он начал фотографировать природные явления во всех красках. Внезапно фотограф увидел фигуру человека. На площадке маяка стоял Теодор Малгорн. По одним данным он вышел покурить, а по другим выбрался на звук вертолета в надежде на спасение. Жан успел запечатлеть несколько снимков со смотрителем в тот страшный миг. Буквально через пару секунд после выхода Малгорна башня исчезла. Ее поглотила огромная волна. Шансов на спасение у смотрителя не было. Мужчина спасся случайно, он был близко к дверному проему и сразу оказался в помещении. После происшествия Теодор Малгорн на протяжении нескольких лет проработал смотрителем на уцелевшей башне. В последние годы сотрудники на маяке Кобыла стали невостребованы, так как все процессы в здании были автоматизированы. Как мы уже с вами поняли, что маяки обычно стоят на берегу и служат ориентиром для кораблей. Еще есть плавучие маяки, но как объяснить маяк посреди практически пустыни, где нет воды? Знакомьтесь, это Петровский маяк, который находится в Астраханской области, Россия. Загадку маяка в пустыне можно объяснить довольно-таки просто. Раньше он служил маяком для судов в Каспийском море, но все это было так давно, что вода попросту ушла аж на 30 километров от маяка. И теперь он одиноко стоит посреди степи. Маяк построили по приказу Петра I, отсюда его и название – Петровский. Во времена первого персидского похода в 1722 году эскадра царя 2 дня стояла в этих местах. По возвращению Петр поручил губернатору Артемию Волынскому возвести крепость и маяк на острове Четырехбугорный. Из-за этого томомима маяк так и называют Четырехбугорным. Уже в начале 20 века уровень воды в Каспии упал настолько сильно, что стоянку морских судов на Четырехбугорного острова закрыли, а вот маяк остался, чтобы обслуживать рыбацкие корабли. К 1930 году вода окончательно ушла и маяк закрыли. И последний на сегодня герой, который попал в этот топ, потому что является, пожалуй, самым труднодоступным маяком на планете. Это маяк Тридрангар. Расположен недалеко от берегов Исландии на крошечном острове Вестмен. Вернее сказать, он находится на вершине одного из самых высоких его скал – Хайдрангур. Несмотря на то, что в переводе эта базальтовая скала означает «острая», и если смотреть с некоторых ракурсов, то действительно так оно и есть, но на самом деле за пиком прячется довольно большое плато, на котором в 1939 году и был построен маяк. Сложно даже представить, как строители доставляли сюда материалы и производили столь грандиозные работы. Как утверждают очевидцы и участники этих событий, в строительстве активное участие принимали альпинисты, которые первыми прокладывали путь, закрепляли цепи и различные приспособления для подъема людей и грузов. Многие годы инженерное сооружение, расположенное в высоте приблизительно 40 метров над уровнем Атлантического океана, обслуживали смотрители, которые рисковали жизнью, чтобы на лодке добраться только к подножию скалы. Не говоря уже о том, что нужно было еще подняться по отвесной скале на ее вершину. В современное время маяк автоматизирован, и смотрителям не приходится рисковать собственной шеей, чтобы попасть на свою работу. Чего не скажешь об инженерах, которые следят, чтобы техника работала исправно, обслуживают солнечные батареи и прочую аппаратуру. Вот для них-то точно каждый выход на работу сравним с экстремальным приключением. А на этом у меня все. Понравилось видео? Поддержи его лайком, если хочешь вторую часть. Ведь, как я уже сказал, маяков на планете огромное множество, а в это видео вошло их всего лишь 5. Ну и не забывайте про донаты в поддержку канала. Даже 10 рублей окажут неоценимую помощь. Ссылку вы найдете в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.